Сегодня у меня есть хорошая созревшая ржаная закваска. Я знаю, что она созрела, потому что смотрите, как надулась у нее крышка. И я решила сделать домашний квас. Рецепт кваса у меня есть уже на канале на пшеничной закваске. Оставлю ссылку в описании, посмотрите. И сейчас откроем закваску. Как она трещит. Как только открываю, пузырики начинают лопаться, и она трещит. Пахнет она кисловато, приятно. Наливаем кастрюлю чистой воды и ставим ее закипать. Доводим до кипения, выключаем и остужаем до комнатной температуры. Воду используем обычную, не из обратного осмоса, потому что вода из осмоса потом не дает нам нужного брожения. Кипятим воду, остужаем. Одновременно с подготовкой воды можно подготовить красный ржаной ферментированный солод. Его берем граммов 40-50, вот у меня 50. 5 столовых ложек, если вы заметили. И заливаем его кипятком, чтобы покрыло. Вот у меня 180 граммов получилось кипятка. Можно чуть меньше, можно больше. Все, больше ничего не требуется. Если у вас нет вот такого темного ржаного солода, ничего страшного, вы тоже можете делать квас. Он у вас просто будет светлый. Ржаной солод нужен нам для более яркого ржаного аромата у будущего кваса и для красивого насыщенного цвета. Теперь нужно дождаться, когда солод остынет до комнатной температуры, и уже можно будет смешивать квас. Итак, вода у меня остыла, солод у меня тоже остыл. Здесь у меня 100 граммов ржаной муки, 50 граммов сахара. Можете взять патоку или какой-нибудь сироп. Закваска у меня даже уже перезрела и начала опадать. Можете ее попробовать. Она заметно кислит. Чем больше молочной кислоты в ней накопилось, тем лучше у нас забродит наш квас. В квасе каких-то строгих пропорций нет. Примерно 6-10 столовых ложек закваски по весу граммов 100-120 будет достаточно. Закваска у меня уже перебродила, опала, поэтому она у меня не плавает на поверхности. Разболтайте ее с водой, добавляйте сахар. Сахар не для вас, сахар для питания микрофлоры. И сюда же начинаете всыпать муку и постепенно размешивать, чтобы не было комочков. Добавляем весь солод. Получается вот такая коричневатая жидкость. Дальше ее нужно накрыть крышкой и поставить в теплое место. Теплое это 26, может быть даже 30 градусов. Следите за набором кислотности. Скорее всего, через 2 суток квас у вас будет готов к розливу по бутылкам. Через сутки после постановки кваса смотрим на него. У него появились пузырьки на поверхности, то есть он явно начал бродить. И можно его попробовать. Конечно, взвесь это мука, но ничего страшного. Пока кислотность еще очень-очень слабая, оставляю еще на сутки. 2 суток брожения кваса. Давайте на него посмотрим и попробуем. Видны пузырьки. Такой заметный запах брожения. Квас довольно кисленький. Не нужно дожидаться момента, когда он будет очень кислый. Если он очень кислый, он уже перекис. Такая средняя приятная кислотность вполне достаточно. На что похоже? На сильно разбавленный лимонный сок. Вот если сок лимонный разбавить водой раз в 5, будет вот так вот. То есть кислотность вызывает такое легкое слюноотделение, но при этом она не шибает. Дальше нам нужно, чтобы квас у нас хорошо газировался и дошел до кондиции. Мы добавляем сахар, примерно 3-4 столовые ложки. И нужно добавить такую небольшую горсть изюма, штучек 20. Смотрите, можно разлить по бутылкам. Тогда удобнее сначала квас разлить и потом уже в бутылку добавить изюм и сахар. Изюм нужен для газирования, и сахар тоже нужен для того, чтобы брожение сейчас шло поактивнее. Но будьте осторожны, если вы разливаете по бутылкам, квас может убежать при открывании. У меня такое случается часто, поэтому я оставлю его прямо в кастрюле. Часть газа, естественно, уйдет, он будет не такой ядреный, но его хотя бы можно будет безопасно налить. Ставлю в холодильник. В холодильник убираем обязательно. И через пару-тройку дней его можно уже пить. Квас у меня простоял 2 дня в холодильнике. Нужно его попробовать. Вкусный, средней кислотности, приятный. Вы можете добавить сахара по вкусу, можете хрена добавить. Сейчас его необходимо отфильтровать, чтобы он был более чистый. И для большей газированности все-таки перелить в бутылки. Смотрите, вот у меня квас отстоялся. Он стал более прозрачным, более газированным, но все равно из-за того, что я его сначала держала в кастрюле, он, конечно, не так сильно газировался. Сейчас попробую.
Очень вкусно, такой слегка пощипывающий на языке, приятный, покалывающий, средней кислотности. Смотрите, видите, сколько пузырьков? Не видно большой шапки, но тем не менее квас хорошо газировался. Пейте на здоровье, готовьте для себя и близких каждый жаркий день или в окрошку. Получайте удовольствие. Ну а мы с вами продолжим печь, испечем еще и приготовим много всего интересного.